Перед тем, как перейти к обзору событий 2012 года, ассоциированных с Франком Ромером, приведу обзор наиболее примечательных публикаций членов Европейской FDM-ассоциации за этот год. В феврале 2012 года в немецком остеопатическом журнале была опубликована статья австрийского врача, специалиста по физической медицине и общей реабилитации амбулаторного отделения физической медицины и реабилитации регионального фонда медицинского страхования Бургенленда, выпускника Венской остеопатической школы и базового курса по модели фасциальных дисторсий доктора Георга Харрера, доктора Лукаса Галлея. Он сообщает, что в период с мая 2010 года по август 2011 в амбулаторном отделении физической медицины и реабилитации регионального фонда медицинского страхования Бургенленда было произведено 12 290 сеансов ФДМ лечения 2495 пациентам, среди которых было 1005 мужчин и, соответственно, 1490 женщин, средний возраст которых составлял 51 год. Оказанные услуги в основном были оплачены страховой компанией, вероятно, как физиотерапевтическое лечение, но это не точно. Продолжительность сеанса составляла порядка 8-10 минут. Назначение и лечение проводились врачом-специалистом по физической медицине и общей реабилитации, вероятно, им самим, или по его назначению командой обученных ФДМ физиотерапевтов. В указанный период, 15 месяцев, доходы отделения удвоились, а средняя продолжительность нетрудоспособности пациентов продемонстрировала тенденцию к снижению. При этом успешность лечения по ФДМ не оставила без работы специалистов по ПНФ, методам Бабата, Шрота и других, а наоборот, позволила им оптимально задействовать пациентов в тренировочной терапии, координационной и постуральной тренировке, а также локомоторной реабилитации. В связи с чем в планах руководства учреждения на ближайшие годы расширение центра в целом и штата специалистов по ФДМ в частности. В своей статье доктор Галлей определяет ФДМ как методику, рассматривающую причины боли и дисфункции через призму 6 фасциальных дисторсий, но тут же пишет, что ФДМ – это мануальная терапия, которая не имеет в своей основе ни экстравагантной концепции альтернативной медицины, ни экзотической психофизиологии. Упоминает о болезненности ФДМ-лечения и высоком риске образования гематом. Думаю, что на самом деле речь все же идет об экхимозах. И утверждает, что с иными побочными явлениями ФДМ-лечение не сталкивался. Кроме того, в этом тексте доктор Лукас Галлей, врач-специалист по физической медицине и общей реабилитации, транслирует мнение, ранее озвученное доктором Георгом Харрером, что МРТ не позволяет достоверно идентифицировать источник боли, а медицинский диагноз не определяет специфику лечения. Это действительно так, но есть нюанс. С позиции конвенциональной медицины инструментальная диагностика призвана исключить заболевания и состояния, требующие облигатного медикаментозного или хирургического лечения. Таким образом, если соответствующие им изменения при вышеупомянутых обследованиях не обнаруживаются, ортопедом выставляется диагноз миофасциальный болевой синдром, растяжение или частичный разрыв, или алгический синдром с указанием топики, лечение которых происходит согласно протоколу RICE и противовоспалительными препаратами. Дело в том, что трактовка данных любого медицинского исследования проводится врачом на основании четко прописанных и утвержденных Минздравом критериев, разработанных на основе научных исследований. Соответственно, для того, чтобы врачи могли идентифицировать фасциальные дисторсии путем инструментальной визуализации, необходимо сначала выявить и описать характерные для каждой из них специфические изменения, затем представить результаты своей работы и получить их одобрение научного сообщества, то есть как минимум опубликовать полученные данные в профильном издании. Ни доктор Харрер, ни доктор Галлей, ни другие члены ЕФДМА не предпринимали и не предпринимают попыток реализации этого проекта и даже не заявляют о такой необходимости. Замкнутый круг.